Добрый день, дорогие братья и сестры. Good day, dear brothers and sisters. Рад вас приветствовать любовью Господа нашего Иисуса Христа. I'm happy to greet you in the love of our Lord Jesus Christ. Вы рады быть сегодня в церкви? You're happy to be in church today? Это замечательно. That is wonderful. Я думаю, что Господь еще больше рад. I think the Lord is even more glad. Хотел бы поделиться с вами такими соображениями, мыслями Today I would like to share some thoughts with you о том, что происходит в нашей жизни постоянно. about what happens in our lives constantly. И в основном это постоянно происходит на, как сказать, подсознательном уровне. And usually this happens on the level of our subconscious. И очень часто мы об этом даже не задумываемся. And often we don't even think about this. И, к сожалению, на подсознательном уровне мы можем совершать неправду. And unfortunately, on the level of our subconscious, we can do wrong things. Итак, вы все наверняка неоднократно слышали такое выражение, что все познается в сравнении. You may have heard this phrase before, that things are perceived in comparison. Все познается в сравнении. Everything is perceived by comparison. Я думаю, что вы знаете, как это происходит. I think you know how this happens. Это не секрет. It's not a secret. И действительно мы это испытываем на личном опыте, можно сказать, каждый день, многократно. And we experience this every day on our own personal experience. Ну вот хотя бы несколько примеров, скажем, в еде. Some examples, like in food. Я же съел что-то острое, I ate something spicy, но вчера я съел что-то более острое. but yesterday I ate something more spicy. А завтра я съем что-то еще более острое. And tomorrow we'll eat something even more И spicy. до того, как я съел все самое острое, мне первое острое оказалось очень острым. And until I have eaten the most spicy thing, the first spicy thing seemed the most spicy. Но когда я съел все самое острое, But when I ate the most spicy, мне первое уже показалось так, не очень. the first thing is not that spicy anymore. В одежде мы это знаем, правильно? In clothes, we know Да. this. Мы сравниваем качество одежды. Я купил что-то новое, оно лучше качества, чем что-то, что купил в другом магазине. We compare the quality. I bought something new, and the quality I can compare it to something I bought before in a different shop. Но до того, как я купил эту новую вещь, я думал, что старый магазин отличная одежда. But until I bought this new thing, I thought that the old shop had wonderful clothes. Но я нашел более качественную одежду. Теперь я в сравнении понимаю, что то, что было не очень. But now I have found something of better quality, so in comparison I can see that the other shop was not as good. Мы об этом соображаем постоянно, это в здоровье, мы это в финансовом положении, в других сферах нашей жизни. Мы постоянно сравниваем что-то с чем-то. We do this constantly in our lives, in health, in our financial situations. We are always comparing something to something else. И я хотел бы вас сегодня немножко удивить. And I would like to surprise you today Оптической иллюзией. with an optical illusion. Можно, пожалуйста, фотографию. Can we have the photo, please? Окей, квадрат A и B. Вы видите все? So can you? Вот это квадрат А, This is серенький square такой, да? A, А это квадрат Б, такой беленький. and this is Все видите, да? square B, which looks like. Поднимите руку, если вы считаете, что они разного цвета. Put your hand up if you think they're different colors. Можно вторую картинку, пожалуйста? Can we have the second picture, please? А теперь какого они цвета? Now, what is the Я color? цвет картинок не поменял, я просто стер все, что вокруг было. I haven't changed the color of the picture. I've just deleted everything around it. Если не верите, у меня есть на бумаге. If you don't believe me, I have a physical copy. Два разных квадрата. Накладываем Two на сторону squares, and when we put the other paper on и top, видим, что квадраты становятся одинаковые. we can see that the squares become the same color. Хотя до этого они не были одинаковые. И даже если мы знаем, что они одинаковые, посмотрев на них отдельно, Although before they look different, even if we know they're the same color after we've seen на them, первую картинку, да? Мы смотрим на это, они опять разные. we still look and they still look different, Но на самом деле они одинаковые. even though they are the same. Они идентичного цвета. They are an identical color. Это может нам открыть, как бы быть метафорой, спасибо, это может быть метафорой для много разных принципов, да? This, we can use this as a Свет обратно metaphor включить. for lots of different principles. Но сегодня хотел бы поговорить именно об одном принципе сравнения. But today I'd like to talk about the principle of comparison. Обратите внимание, что, вернее, на первую картинку, да? Что мы видим квадрат А, вот который наверху, So, ушло. Первую картинку сможешь, будет замечательно. Мы видим этот квадрат только в соответствии, что с ним вокруг. we see the first square in relation to what is around it. Рядом с этим квадратом, первую картинку сможешь? Нет? Ладно, технология. Этот квадрат мы видим темным только потому, что вокруг него все светлое.
We only see this square as darker because around it there are lighter colors. И в нашем подсознании And in our subconscious, он выглядит темным, потому что все вокруг него светлое. it looks dark because everything around it is light. Тот же самый квадрат мы видим темным, намного темнее, The same square we see a lot darker потому что вокруг него все светлое. because around it there are a lot of light things. То есть это тот смысл, тот момент, когда не верь глазам своим. This is that situation where you can't believe your eyes Наш мозг говорит совсем не то, что на самом деле. because our brain is telling us something completely different. То есть мы видим квадрат только в сравнении с тем, что вокруг. So we only see the square in comparison to what is around it, Но они одинаковые. but they are the same. Это принцип сравнения, This is the principle of comparison, в который живет в нас в подсознательном, в нашем подсознании. which lives in our subconscious. Я думаю, что первый раз, когда человек начал жить этим принципом сравнения, происходило после падения. I think the first time a person lived by this comparison, that is when the fall happened. Потому что до падения человек знал только добро. Because before the fall, people only knew good. Но познав зло, But having cognized evil, он начал ценить то добро, которое было. man started to value the good that was. До этого добро было принято как есть, как таковое, как это нормальное просто, как должное оно было принято. Before, the goodness was taken for granted. Но познав зло, к сожалению, мы теперь все сравниваем. But having cognized evil, unfortunately, we now compare everything. В нашем подсознании живет эта способность, и постоянно она у нас жива, эта способность. In our subconscious, this ability lives and it's constantly И working. мы все сравниваем со самим собой. We always compare things with Мы ourselves. сравниваем других со своим собственным опытом. We compare others with our personal experience. Мы смотрим на людей и сравниваем их с собой. We look at people and compare them to ourselves. Что у них есть, что у меня есть. What do they have? What do I have? Мы сравниваем со своими знаниями, со своими способностями, We compare with our knowledge, with our со abilities, своими возможностями. with our opportunities. Это наша такая соревновательная натура. This is our competitive nature. И смотрите, как грех основан именно на этом подсознании. And look at how sin is based on this subconscious, Именно на сравнении. based on comparison, Зависть. jealousy. У него есть больше. He has more. У него есть лучше. He has something better. Я хочу, чтобы у меня тоже было. I want to have this as well. Но почему я хочу? Только потому, что у него есть больше. Why do I want it? Only because he has more. Одна из 10 заповедей, Исход 20:17. One of the commandments, Exodus 20:17. Не желай дома ближнего твоего. You shall not covet your neighbor's house. Не желай жены ближнего твоего. You shall not covet your neighbor's wife, Ни поля его, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его. nor his male servant, nor his female servant, nor his ox, nor his donkey, Ни всякого скота его, ничего, что у ближнего твоего. nor anything that is your neighbor's. А почему я буду желать? Why would I covet it? Потому что я сравниваю себя со своим ближним. Because I'm comparing myself to my neighbor. Не кради. You shall not steal. Почему я буду красть? Why would I steal? Разные бывают причины, но одна из них, потому что у него есть, а у меня нет. There are different reasons, but one of them is because he has something and I don't. И я постоянно сравниваю себя с другим человеком. And I'm constantly comparing myself to somebody else. Не убивай, не прелюбодействуй. You shall not murder, you shall not commit adultery. Можно сказать, что прямо или косвенно все эти грехи, We can say that either directly or indirectly, all of these sins, они связаны с тем, что человек сравнивает себя с кем-то другим. they are connected to the fact that a person compares themselves to someone else. И это сравнение толкает его на определенное действие. And this comparison pushes them to a certain action. И эта греховная, такая соревновательная черта живет в подсознании человека. And this sinful competitive nature lives in the subconscious of И humans, даже в подсознании христианина. and even in the subconscious of a Christian. С детства мы живем в таком обществе, From a young age, we live in such a society где постоянно нас сравнивают. where we are constantly compared, Будь то в спорте. might be in sport, Быстрее прыгнул, быстрее пробежал, дальше прыгнул, ran faster, jumped further, больше голов забил. scored the most goals. Да? В школе In school, все время сравниваем. we are always compared. Мы сравниваем школу, куда послать детей. В лучшую школу. Почему она лучше?
We compare schools, where to send our children. The best school, why is it the best? Потому что у нее лучшая статистика результатов. Because it has the best results. На работе все время сравнивают. In our jobs, we always are compared. Принимают на работу того, у кого есть лучшее образование. They hire the person with the best qualification. В принципе, как таковом, этот концепт сравнения неплохой. In theory, this concept of comparison is not bad. Если смотреть на этот принцип по-другому, то он очень положительный. If we look at this principle in a different way, it can be positive. Если я сравниваю себя с самим собой, If I compare myself to myself, он будет толкать меня на развитие. it will push me to development. Он будет толкать меня к достижению чего-то нового. It will push me to achieve something new. Он будет толкать меня к улучшению. It will push me to improvement. К примеру, я хочу выиграть For example, I want to win в спорте. in a sport. Я буду больше тренироваться. I will train more. Я хочу иметь лучшую работу. I want to have a better job. Я буду лучше стараться учиться. I will try to study better. Если я сравниваю себя с самим собой и пытаюсь достичь лучшего своего наивысшего потенциала, If I compare myself to myself, then I can push myself to reach my potential. это поможет мне достигать, как бы, the best that I can be, по-английски говорят. Лучше, кем я мог бы стать. This will help me to become the best that I can be. Полностью реализовать мой потенциал. To fully reach my potential. Но проблема возникает, когда человек постоянно сравнивает себя с другим человеком. But the problem arises when a person constantly compares them to someone else. И это приводит к греховному рассуждению. And this leads us to sinful thoughts. К греховному суждению и к греховному действию. And to sinful actions. Вот смотрите, интересное место Писания записано в 3 Евангелиях, записано, можно сказать, очень подобный случай. There is a very interesting place written in 3 of the Gospels. Лука 9:46. Luke 9:46. Говорится об апостолах. It talks about the apostles. Пришла же им мысль, Then a dispute arose кто бы из них был больше. among them as to which of them would be greatest. Они сравнивают себя друг с другом. They are comparing themselves to each other. Кто из нас лучше, кто из нас больше. Who of us is the greatest? Кто из нас важнее, Who out of us is most important? кто из нас более почтен, Who out of us is most honored? кто имеет больше авторитет. Who has a bigger authority? Матфея 18:1. Matthew 18:1. Это этичный момент. В то время ученики приступили к Иисусу и сказали, кто больше в Царстве Небесном. At that time the disciples came to Jesus, saying, Who then is greatest in the kingdom of heaven? Марк 9:33. Пришел в Капернаум, когда был в доме, спросил их, о чем дорогой вы рассуждали между собой. Mark 9:33. Then he came to Capernaum, and when he was in the house, he asked them, What was it you disputed among yourselves on the road? Они молчали. But they kept silent. Почему они молчали? Why did they keep silent? Наверное, стыдно было, да? Maybe Признаться. they were ashamed to admit it. Потому что подсознательно они понимали, что что-то здесь неправильно. Because in their subconscious they understood they did something wrong. Потому что дорогою рассуждали между собой, кто больше. For on the road they had disputed among themselves who would be the greatest. Все эти события оставлены для нас в Священном Писании специально. All of these events are left for us in the Scripture with a purpose. Они указывают на этот принцип сравнения, They show us this principle of comparison, который живет в подсознании человека и постоянно им владеет, им контролирует. which lives in the subconscious of a man and always controls him. И когда Иисус отвечал на все эти вопросы, на все эти события, And when Jesus was replying to all of these events, Он раскрывал, что суждение Богу на эту тему совсем отличается от человеческого суждения. he was showing them that the judgment of God on this situation is completely different to how a human thinks Что about it. как сравнивает Бог, как сравнивает человек, близко даже не стоит. The way that God compares and how a man compares is completely different. И то, что делают люди в этом мире, сравнивая себя с другим, это ложно, это неправильно. And what people do in this world when they compare themselves to other people is false, is wrong. Почему это неправильно? Why is it false? Потому что это приводит к неправильному суждению о другом человеке. Because it brings you to the wrong judgment of another person, Или к унижению этого человека. or to humiliation of this person, Или же к зависти к этому человеку. or to envy. Я лучше него, I'm better than him если я себя с ним сравниваю. if I'm comparing myself to him. У меня лучше работа, I have a better job, у меня больше денег. I have more money. Такое отношение будет унижать другого человека. This kind of relationship will humiliate the other person. Или же у меня больше служения.
Or I have more service. Я больше делаю для Бога. I do more for God. Вот он меньше. And he does less. Или же наоборот, у него так много, Or the opposite, he has so у much. него так все хорошо получается, Everything works out so well for him. у него так все хорошо, замечательно. Everything is so amazing in Я his тоже так life. хочу. I want that as well. Мы знаем, к чему приводит зависть. We know what envy can lead to. Мне показалось очень удивительным, что так много из 10 заповедей, It didn't come as a surprise to me that so many of the 10 commandments, 10 основных, 10 заповедей, которые предостерегают верующих, народ Божий, the 10 commandments that warn the people of God, так много из них тесно связаны so many of them are closely related со сравнением человека с кем-то другим, to comparison of a person to another person, будь то напрямую или косвенно. either directly or indirectly. Вопрос. The question, Попробуйте ответить самому себе. try to answer it for yourself. Как часто вы сравниваете себя с другим человеком? How often do you compare yourself to another person? Но сравнивая себя с другим, мы всегда судим неправильно. But when we compare ourselves to another, we always judge Потому incorrectly, что судим по-человечески, because we judge according to the human way, а не как судит Бог. not how God judges. Сейчас хотел бы рассмотреть два момента, две притчи, которые открывают нам, как судит Бог. I would like to look at two parables that show us how God judges. Вы наверняка все знаете притчу о рабах, которые получили таланты. You know the parable of the servants who received talents. Один получил 5, другой получил 2, и последний получил 1. One received 5, the other received 2, and the last one received 1. Матфея 25 глава, только 2 стиха, 14 и 15. Matthew 25:14-15. Он поступил как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. For the kingdom of heaven is like a man traveling to a far country who called his own servants and delivered his goods to them. И одному дал он 5 талантов, другому 2, иному 1. Каждому по силе его. And to one he gave 5 talents, to another 2, and to another 1, to each according to his own ability. И тотчас отправился. And immediately he went on a journey. Я думаю, что в этой притче ключевое слово «каждому по его силе». I think the key words in this parable is to each according to his own ability. Это значит, что Господин видит разницу. That means that the master sees the difference. Он прекрасно понимает, что никто не одинаков, что нет одинаковых. He sees that no two people are alike. И он видит, что один способен взять 5 и принести доход. He can see that one is able to take 5. Для другого 5 это слишком много. For another one, 5 is too much. Но он способен взять 2 But he has the ability to take и 2, принести 2. and the other one 1. А для третьего 1 это как раз то, что он может понести. And for the third one, 1 is exactly how much he can carry. Мы видим, что он здесь судит по отношению к тому, какие силы есть у человека. We can see here that he is judging according to their abilities, То есть это способности, это возможности, это потенциал. their potential and their opportunity. Он не говорит, что ты лучше, я тебе дам 5. He doesn't say, you're better, I'm going to give you 5. Ну ты похуже, я тебе дам 2. You're a bit worse, I'll give you 2. А ты вообще, по сравнению с ними, ты вообще, тебе 1, может быть. And compared to the others, you're not that good, I'll give you 1. Он их не сравнивает He does not compare them между собой. between themselves. Ведь тот потенциал, те возможности, те способности, которые у них есть, Because the potential, the abilities and opportunities that they have, от кого они? who are they from? Этот вопрос задает апостол Павел. 1 Коринфянам 4:7. Apostle Paul asked this question in 1 Corinthians 4:7. Ибо кто отличает тебя? For who makes you differ from another? То есть чем ты отличаешься от другого человека? What makes you different from another person? Своими способностями, возможностями, потенциалом. Your abilities, your opportunities, your potential. Все это, что ты думаешь, чем ты отличаешься от другого, Everything that differs you from another person. что ты имеешь, чего бы не получил. What do you have that you did not receive? Все, что ты думаешь, тебя отличает, ты все это получил. Everything that differs you from another person, you have received it. А если получил, And if you received it, что хвалишься? why do you boast? Как будто не получил. As if you had not received it. Все мы получали свои способности. All of us have received our abilities, Дары и таланты. our gifts and talents. Они от Бога.
They're from God. Некоторые ленятся, Some people are lazy, как тот раб, который получил 1 талант. like the servant who received 1 talent. Он не оценил то, что он получил, он закопал это. He didn't value what he received, he buried it. Может быть, он посмотрел, сравнил себя с другим, сказал, я вообще ничего не могу. Я только один, что я могу? Maybe he compared himself to the others and said, I've only got 1, I can't do anything. Может быть, он подумал, если бы у меня было 5, я бы... Maybe he thought, if I got 5, then I could have... У меня только один, ну что я могу с этим? I only have 1, so what can I do with it? Может быть, я не знаю, Maybe, I don't know. но он не принес усилий. But he didn't put in any effort. Получивший 5 принес еще 5, мы знаем притчу. The one who received 5 brought another 5 back. Матфея 25:21. Matthew 25:21. Господин сказал ему, His Lord said to him, хорошо, добрый и верный раб. well done, good and faithful servant. В малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего. You were faithful over a few things, I will make you ruler over many things. Enter into the joy of your Lord. Получивший 3 принес еще 3. The one who received 2 brought 2 more. Матфея 25:23. Matthew 25:23. Если поставить эти 2 стиха рядом, они идентичны. If we put these 2 verses together, they're identical. Господин сказал ему, His Lord said to him, хорошо, добрый и верный раб. well done, good and faithful В servant. малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего. You have been faithful over a few things, I will make you ruler over many things. Enter into the joy of your Lord. Обратите внимание, что слова эти идентичны. Notice that the words are identical. Награда у них одинаковая. The reward they received is the same. Это оценка Бога. This is the evaluation of God. Она идентична. It's identical. Я почему-то уверен, что если бы тот, который получил 1 талант и принес 1 талант, I am certain that if the one who received 1 talent brought back 1 talent, он получил бы точно такую же идентичную бы оценку. he would have received the identical reward. Войди, добрый, хороший раб. Well done, good and faithful servant. Обратите, какая огромная разница Notice the great difference между человеческим сравнением и Божьим сравнением. between the human comparison and God's comparison. Между тем, как наша соревновательная натура сравнивает все вокруг нас по отношению к нам самим, Between how our competitive nature compares everything around us to ourselves и Божьим суждением. and God's judgment. В наших глазах тот, который получил 5, он же намного лучше In our eyes, the one who received 5, he is so much better того, кто получил 1. Мы их сравниваем, than the one who received 1. We compare them. но пред Богом они равны. But in front of God, they are equal. Он не судит о человеке по его достижениям, He does not judge a person by his achievements, но Бог, видя достижения, but God sees the achievements. Он видит достижения каждого He sees the achievements of each person в соответствии с его способностями, in relation to their abilities, возможностями и потенциалом, который он же и дал. their opportunities and potential that he himself gave to them. Я думаю, что если бы Иисусу задали бы вопрос, I think if Jesus was asked the question, как Бог ценит людей, how does God value people? он бы сказал одинаково. And he said equally. Мы бы подумали, а что это значит одинаково? We would think, what does it mean equally? Как одинаково? How У нас бы, equally? наверное, было куча вопросов, потому что мы бы не поняли, что это значит. We would have a bunch of questions because we wouldn't understand what this means. Мы же все разные, мы все разные делаем, все разные, у кого-то больше, у кого-то меньше. Как одинаково? Непонятно. We are so different. Some people have more, some have less. We're all different. How can he judge us equally? Потому что мы все это понимаем на основании наших же человеческих мер. Because we understand this based on our human judgments. Поэтому Иисус рассказывает еще одну притчу, So Jesus tells another parable, на основании которой Он показывает, насколько одинаково Он действительно ценит людей. on the basis that we can see that how God judges people the same. Мы эту знаем притчу, это притча о работниках винограда. We know this parable about the laborers in the vineyard. Выходит господин виноградника The landowner of the vineyard comes out рано утром и находит себе работников. early in the morning and finds himself some laborers. Договаривается о цене. They agree on a price. Рано утром, ну скажем, что часов 6. Early in the morning, maybe 6 o'clock. Договариваются на цене на весь рабочий день. They agree the wages for the whole working day. Выходит потом в 3 часа дня,
Then he comes out at 3 o'clock in the day, находит себе еще работников. finds more laborers. Выходит в 6, находит еще работников. Comes out at 6, finds more В laborers. 9 вечера еще работников. At 9 o'clock, more laborers. В 11 вечера он выходит и находит себе еще работников. At 11 o'clock in the evening, he comes out and finds more laborers. В 12 рабочий день заканчивается. At midnight, the working day ends. Вроде бы, те, кто проработали с 6 до 12, там куча часов, да, скажем, не знаю, 15, сколько они проработали. It seems that those who worked from 6 a.m. to 12 o'clock, И те, которые проработали 1 час, and those who worked only for 1 hour, ну вроде бы работа должна быть оценена по-разному. the work should be valued differently. Если вы работали, или кто-то на вашем рядом с вами работал намного меньше, вы подумали, ну я, наверное, должен больше заработать. If somebody next to you worked less hours than you, then you might think I'm going to earn more. Он всего 1 час проработал, а я здесь с 6 утра. He worked for 1 hour and I'm here from 6 a.m. В нашем понимании, логическом, человеческом понимании, которое основано на сравнении себя с другим человеком, In our human logical understanding that compares ourselves to other people, эти работники, которые жаловались, они в чем-то были правы. the laborers who were complaining seemed to be right. Ну, цена должна быть, плата разная, ведь я же больше проработал, он меньше работал, причем намного. The wages should be different. I worked a lot more, he worked way less. We should get paid differently. Но, как видите, Господь не сравнивает человека с человеком. But as we can see, the Lord does not compare a person to another person. Господь смотрит на каждого не только на то, сколько он проработал, The Lord looks at people not only how long they worked, но сколько он проработал в соответствии с его потенциалом. but how much they worked in relation to their potential. Сколько он проработал в соответствии с тем возможностью, которую у него была проработать. How much they worked in relation to the opportunity they had to work. Который проработал 1 час. The one who worked for 1 hour, Он не пришел в 6 утра и сидел 14 часов. he didn't come at 6 a.m. and sit for 14 hours. У него была возможность проработать только 1 час. He had the opportunity to only work for 1 hour, И он отработал. and he worked it. У кого была возможность работать 3 часа, они отработали эти свои 3 часа. The ones who had the ability to work for 3 hours worked their 3 hours. В этой притче каждый отработал 100% своего потенциала. In this parable, everybody worked 100% of their potential, 100% от возможности работать. 100% of the opportunity they had to work. Кто-то 15, кто-то 9, кто-то 3, 6, кто-то 1 час. Some worked 15 hours, 9, 6, 3, some worked 1 hour. Кто-то получил 5 талантов, кто-то получил 2 таланта, кто-то получил 1 талант. Some received 5 talents, 2 talents, 1 talent. И все в глазах Бога And all of them in the eyes of God одинаково ценны are valued the same и одинаково важны. and are equally important. Откуда мы это знаем? How do we know this? Они были одинаково почтены. They were honored in the same way. Те, которые свой потенциал осуществили, Those who materialized their potential не закопали didn't bury it и не просидели на работе ленивец. and didn't sit lazily at work. Они все были одинаково почтены. They were all honored in the same way. Интересно, что в Писании об Иисусе сказано в пророчестве Исаия 42:3. It's interesting that in the Bible it prophesies about Jesus in Isaiah 42:3. Написано, что трости надломленной не переломит. Это пророчество об Иисусе. It says, "A bruised reed he will not break, И льна курящегося не угасит. and a smoking flax he will not quench. Будет производить суд по истине. He will bring forth justice for truth, Потому что надломленный тросток, because the bruised reed, если в нем еще чуть-чуть, хоть в нем что-то теплится, it might have something a little bit left inside it. есть надежда, что он что-то еще принесет. There is hope that it could bring something more. Даже если это одно зерно, Even if it is one seed, но это одно зерно было полным его потенциалом. but that one seed was the fullness of its potential. И он получит ту же награду другого ростка, He will receive the same reward as a different reed, который был посажен в другом месте, which was sown in another place, но он принес 1000 зерен, and it might have brought 1,000 seeds, потому что это был его потенциал, because that was its potential. это было его возможность. That was its ability. Господь видит потенциал одного зерна в этом надломленном тростке.
The Lord sees the potential of this one seed in the bruised reed. И если принесет, то получит ту же награду. And if it brings, it will receive the same reward. Написано, что это суд по истине. It says that this is justice for truth. Трости надломленной не переломит, A bruised reed he will not break, и льна курящегося не гасит. and a smoking flax he will not quench. В этом же стихе будет производить суд по истине. Вот это суд по истине. He will bring forth justice for truth. This is justice for truth. И мы призываемся Священным Писанием не сравнивать друг друга. And we are called by the Scripture to not compare ourselves. Не использовать наше человеческое подсознательное желание сравнивать себя с кем-то другим. Not to use our human subconscious trait to compare ourselves. Потому что наше сравнение всегда будет ложным. Because our comparison will always be false. Потому что мы не знаем способности, возможности, потенциал другого человека. Because we don't know the abilities, the potential of another person. Мы призваны поступать, как поступает Иисус. We are called to act in the same way as Jesus. Трости надломленные не переламываются. To not break the bruised reed. И льна курящегося не угашать. And not quench a smoking flax. Будьте благословенны. Be blessed. Я привыкла, что Ольга продолжает переводить. I'm used to Alex continuing to translate. Спасибо большое. Очень хорошая проповедь. Thank you very Очень much. назидательная. Надеюсь, все запомнят. I hope everybody will remember it and Вы learn знаете, он something. натолкнул меня на очень интересную мысль. But you know, he made me think Он something very заканчивал interesting. свои слова, что призывает никого не сравнивать. When he was finishing up and calling us not to Что compare, он имел в виду через зависть. Правильно? I Я think he правильно meant поняла? not to compare through envy. Тогда скажите мне, сравнение – это грех или нет? Is comparison a sin or not? Сравнивать – это грех или нет? Сравнение – это грех? Is comparison a sin or not? Бог сравнивает. God compares. Вы знаете, как интересно, через его слово я углубилась You в know небеса. how interesting through his word I went deep into the heavens. Там, на небесах. In heaven, Еще до грехопадения Херувима before the fall of the cherubim, существовало сравнение. there was comparison. Уже тогда Бог сравнивал. Even then, God compared. Ангела от ангела отличал. The И angels differed написано, from что each даже в other. ангелах он видел недостатки. And Это even называется сравнением. in the angels, he could see things that were lacking. This is called Почему? comparison. Потому что Why? относительно его святости там недостатки. Because in relation to his holiness, there was something lacking. Когда Херувим посмотрел вокруг и на Бога, When the cherubim looked around and at и на God себя, как сказал наш брат, and looked at himself, as our brother зависть в said, нем родилась. the envy was born in И him. он посмотрел, а почему это я так низко стою? And he looked and thought, why am I standing so Я могу low? занять получше место. Сравнение было I could have a better place. Was there comparison? через грех, через зависть. But through sin, through envy, Сравнение через зависть, что сделало? Свалило его с небес. comparison through envy did what? It threw him off from heaven. Это сравнение, This is comparison, но через зависть. but through envy. Подумать о себе больше, чем ты есть, это сравнение. To think of yourself better than you are, that is А через comparison. грех, через зависть. But through envy, through sin. Естественно, что грех на небе оставаться не мог, поэтому он сброшен. And sin could not stay in heaven, so he was thrown. Бог создавал весь этот мир для человека. God created the whole world for man. Создавал он через сравнение. Вложил он в основу сравнения или нет? Как то? Did he create through comparison? Did he put comparison in the foundation? Вложил. He did. С самого начала возникновения этого мира он отделил свет от тьмы. From the very beginning of the world, he separated light from dark. Свет, тьма. That's already comparison, light and dark, Зло, добро. good and evil, Послушание и непослушание. disobedience and obedience. И человек был помещен с понятием сравнения. And the man was created with the understanding of Он уже comparison. должен был сравнивать послушание и непослушание, He was already meant to compare obedience and disobedience, зло с добром. Но good and evil. But что случилось? what happened? Не послушался и принял грех дьявола в себя, зависть.
послушности. He was disobedient and accepted the sin of devil to himself, the И sin of теперь, как envy. наш брат дорогой говорил, And now, as our brother said, теперь через зависть сравниваем все. now through envy we compare everything. А через зависть сравнивается, получается грех. But when we compare through envy, we Так have что, sin. мои дорогие, сравнивать надо, как Бог сравнивает. So, my dear, we need to Он, compare as God видите, compares. определяет добро и зло. Это тоже сравнение, это обязательно должно быть. He sees and separates good and evil. This is comparison, and we should have this inside us. Но если мы сравниваем через зависть, у того лучше, как говорил Алексей. But if we compare through envy, he has better, he has worse. Мы грешим. We are sinning. Поэтому никогда через зависть ничего не сравниваем.